Одна из самых знаковых и престижных площадок мира, на которой когда-то выступали группа Битлз и Элвис Пресли, в этот раз взрывалась от довольных криков фанатов современной мировой звезды. В 2019 году Димаш впервые прилетел в Нью-Йорк с сольным концертом, тогда он собрал большой стадион, и в этот раз площадка также была заполнена до отказа. В этот раз он лишь закрепил свое звание мировой суперзвезды. Вот что сказал сам артист перед выступлением: «Теперь, 6 лет спустя, я хочу подарить зрителям нечто новое. Но пусть в этих песнях прозвучат и ностальгические ноты, они остаются со мной на всех сценах мира. И я думаю, что певцу из Казахстана удалось донести до своих зрителей все его задумки». Судя по довольным комментариям фанатов певца под видео с данного концерта, им очень понравилось все то, что они увидели и услышали в этот день. Димаш покорил Америку. Наш дорогой и любимый артист — первый из артистов Казахстана, кто выступил и собрал аншлаг на легендарной площадке Madison Square Garden. Это та самая площадка, на которой ранее выступали такие мировые артисты, как Майкл Джексон, Бейонсе, Мадонна, Уитни Хьюстон и многие другие. Как сказал в интервью сам Димаш, это не только мой личный момент, но и важная веха для всей евразийской культуры. Мы выступаем как культурные послы на другой стороне планеты. И ведь он прав, как всегда. Это огромный шаг не только для культуры Казахстана, но и для всей Азии. Невероятная буря эмоций и ураган ярких красок можно было увидеть в этот раз на сцене. Димаш спел для зрителей новую песню, чем привел зал в восторг. Также на данном концерте прозвучали знаковые композиции для артиста, которые уже давно стали его визитными карточками. Но все это было показано в новой программе с новыми костюмами и в новом звучании. Не говори, что чувства one more time не могут жить. В своем интервью перед концертом казахский певец заявил, что он казах и ему не важно, находится ли он дома или же в других странах мира, он всегда будет нести и делиться культурой своей страны с остальными странами. Артист заявил, что он искренне гордится своим языком, достижениями Казахстана в спорте, в науке и в других сферах. Димаш заявил, что культура — лучший способ познакомить людей с другой страной. По своей природе она добрая и позитивная, свободна от агрессии или вреда. Даже песня о страдании в правильных руках не вызывает желания навредить или разрушить. А песни о родине или о глазах любимого человека, тем более. Вот такие правильные и нужные слова от нашего любимого артиста мира. Сколько в них светлых мыслей и правильного направления не только для молодого поколения, но и для всех людей нашей планеты. Как же я рада, что я могу показать вам эти невероятные моменты, которые уже вошли в историю. Димаш точно войдет в школьные учебники Казахстана, я в этом даже не сомневаюсь.
Напомним вам, что данный концерт в Америке стал частью мирового тура певца под названием Stranger, который начался в 2022 году и закончится в этом в конце 2025 года. Артист рассказал журналистам о том, что для него это огромная ответственность, но вместо того, чтобы пугать, она вдохновляет его двигаться дальше. Также певец сказал, что они с командой взяли на себя роль культурных послов, первыми получили уникальный шанс завоевать сердце людей на другом континенте на столь легендарной сцене. И это правда на все 100%. Кому еще можно было бы доверить эту огромную и важную роль по завоеванию сердца на других континентах нашей планеты? В программу вошли уже известные хиты и не только. Артист порадовал слушателей новыми песнями. Одним из ярких моментов концерта стало исполнение гимна Казахстана. Данный концерт объединил в себе классику, этно и поп-музыку. На сцене можно было увидеть кабыс и виолончель Хаузера, а также игру на домбре. Стоит отметить, что в этот вечер зрители максимально отдавали свою энергию вместе с артистами, тысячи горящих глаз сверкали, голоса пели вместе, всем стадионом. Димаш творил историю на сцене, а зрители поддерживали его в каждом его слове и движении. Они долго ждали своего любимого артиста, и поэтому в этот день случился праздник для всех поклонников артиста. Под эпический видеоряд, демонстрирующий бескрайние возможности человека, артист представил новую авторскую песню на казахском языке о родной земле Самгау. Далее все собравшиеся на стадионе стали свидетелями рождения еще одной новой авторской песни певца «Жизнь ради игры». You're not going to be able to give applause. Thank you very much. Димаш впервые исполнил свою песню «Любовь еще не закончилась» под фортепианный аккомпанемент автора, двукратного обладателя премии Грэмми Уолтера Афанасьева. И вот что сказал сам Уолтер после концерта журналистам: «Это удивительно. Когда он поет вживую, он просто двигает всех, зрители так его любят, я редко такое вижу. Я рад, что он пригласил нас, это будет для меня память на всю жизнь».
Я выступал здесь несколько раз, но таких ощущений у меня еще не было, это такая честь, я очень счастлив», — отметил композитор. Также была исполнена знаменитая лиричная песня композитора Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей», и весь зал пел вместе с артистом. Стоит сказать о том, что концерт длился около 3 часов. Зрители пели вместе с артистом, скандировали его имя. Димыш смотрел на своих поклонников со сцены с большой благодарностью и каким-то детским удивлением. Видно, что он счастлив. Он исполнил свою детскую мечту. Когда-то это было невероятно, а сегодня это реальность. Thank you very much. At my program we have more than 6 or 7 songs right now, but because of government, they said from now we need to stop. Yeah, I hope you understand it. Yes. Thank you very much. Love you all! Друзья, а теперь я хочу, чтобы каждый из вас оставил свое искреннее мнение об этом концерте в комментариях под этим видео. Обязательно поделитесь этим роликом с друзьями, пусть они также оставят свое мнение. Поддержите нас лайком и комментарием. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео, подпишитесь на наш канал. Спасибо, что вы с нами, друзья.